Поедут ли миротворцы в Украину, взрыв в Чехии и сенсация от Ватикана? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное – интересные новости. Альянс на грани. Что может спасти НАТО? Обнаружена секретная ядерная российская военная часть. Где она и для чего предназначена? Альтернатива для Германии может победить на выборах. О чем они говорят? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Швейцария примет встречу Путина и Трампа, конечно, если такая состоится, но об этом уже пишет местная пресса. После саммита в Бюргенстоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира. Трамп, еще не став президентом, уже обещает положить конец этой войне и наладить отношения с Россией. В привычной манере громких заявлений он планирует встретиться с Путиным. Правда, ни даты, ни конкретных планов пока нет. В ответ Кремль делает вид, что заинтересован. Роль посредника либо площадки для организации таких встреч является всегда очень привлекательной. Она дает возможность контактировать с обоими сторонами, конвертировать это в свое геополитическое влияние. Для нейтральных стран это, пожалуй, единственный способ, каким образом можно наращивать свое международное влияние. Также предоставляя посреднические функции своих посольств, разные гуманитарные миссии, как то Красный Крест. Швейцария на этом собаку съела. Это их ключевой актив. Поэтому как только появилось публичное согласие с обоих сторон о том, что встреча в некий момент может произойти, Швейцария тут как тут. Сразу же готова предложить свои консалтинговые услуги для такой встречи. Ничего удивительного, будет целый ряд стран, которые будут выступать с таким же предложением. Это как раз только битва за то, где она произойдет, в каком формате и каким образом. Возможно, что Швейцария перед тем, как выйти в публичное поле, получила согласие одной из сторон о том, что они не против, если это будет Швейцария. И выход в публичное поле – это может быть и элемент такого себе публичного давления на другую сторону, чтобы она согласилась на роль именно Швейцарии в таком статусе. Страны НАТО готовятся к беспрецедентному увеличению военных расходов. По требованию избранного президента США Дональда Трампа союзникам предстоит поднять оборонные бюджеты до колоссальных 5% от ВВП. Польша, лидер в этом вопросе, уже выделяет рекордные 4,7% ВВП на оборону, и это самый высокий показатель среди всех членов Альянса. Но даже Варшава признает, что достижение новой цели потребует не менее 10 лет. В Польше, тем не менее, призвали Трампа не критиковать, но другие страны НАТО, точнее их представители, не сильно рады такой идее. Я не думаю, что это будет 5%. Это было бы невозможным для почти каждой страны мира прямо сейчас, но это будет не 2%, чего мы уже пытаемся достичь, а точно будет больше 2%. Между тем, в рядах НАТО растет напряжение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выступил против инициативы Трампа и заявляет, что увеличение оборонных расходов нанесет серьезный удар по экономике его страны. Напомним, в 2014 году страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% от ВВП. С тех пор только 23 из 32 членов Альянса достигли этой цели. Ну а теперь хочу знать ваше мнение. Удастся ли странам НАТО мобилизовать ресурсы, политическую волю для такого масштабного усиления своей обороноспособности? Какие последствия это повлечет для глобальной безопасности, экономики в целом? Смогут ли страны НАТО выделять 5% от своего ВВП для обороны? Пишите в комментарии. Польша громко хлопнула дверью по планам НАТО. «Мы не будем вводить миротворцев в Украину». Министр обороны страны разнес любые попытки заставить Варшаву отправить свои войска, заявив, что соседние страны не обязаны, цитирую, «гасить пожар, разожженный Россией». Когда появится мирный план, мы его обсудим, но пограничное государство не является теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть больше распределения обязанностей и диверсификация внутри НАТО.
Пока другие члены НАТО ограничиваются касками и глубокой озабоченностью, Польша передавала танки, приняла миллионы беженцев и продолжает обеспечивать Украину гуманитарной и военной помощью, говорит министр. В этой ситуации Варшава четко дает понять, что ее усилия не безграничны и нужны скоординированные действия всех союзников. Об этом мы поговорили с польским политическим экспертом и журналистом Михаилом Потоцким. На самом деле то, что говорит министр Косиняк-Камыш, это имеет меньшее значение, чем то, что говорит премьер-министр Дональд Туск. Но я думаю, что все-таки, если Трампу удастся договориться о неком там мире, и Польша может повернуться к разговору об миротворцах. Но это должны быть, конечно, и другие страны. И поскольку вот сегодняшнее правительство, оно очень смотрит на соцопросы, то хотя бы какие-то гарантии того, что вот этот режим заморозки конфликта будет действовать. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев в Украине не нашло поддержки большинства членов ЕС и НАТО, хотя Владимир Зеленский считает, что такая миссия могла бы усилить давление на Россию. Идея остается скорее на уровне теории. Партизанское движение «Атеш» устроило разоблачение. В закрытом городе Фокино Приморского края РФ обнаружена сверхсекретная воинская часть номер 36199. Она, согласно документам, принадлежит к 12-му главному управлению Минобороны России, которое занимается ядерным обеспечением. Этот объект тщательно скрывают под прикрытием другой части, а его расположение в закрытом административно-территориальном образовании только подчеркивает его стратегическое значение. Город Фокино — закрытое административно-территориальное образование, что подтверждает высокую степень секретности и важность объекта. Вероятно, что в данной воинской части могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота. Напомним, ранее партизаны уже раскрывали секретные объекты российских военных, включая арсеналы ракет и спутников в Тамбовской области. Кажется, у Атеш есть явное преимущество в разоблачении тайн российских оккупантов. Будем держать вас в курсе обязательно. Приднестровье оказалось брошенным на произвол судьбы. Без российского газа регион стремительно катится в экономическую пропасть, а там темно и холодно. Заводы встают, счета за электроэнергию растут, а местная экономика трещит по швам. Что делает Россия? Ничего. В Кремле молчание, будто Приднестровье никогда и не существовало. Поскольку не хватает энергетического ресурса даже на население, мы вынуждены вводить верные причины. Конечно же, промышленный сектор стоит. Все предприятия остановлены, но за исключением тех, которые отвечают за продовольственную безопасность. Хлеб, понятно, у нас выпекается, молоко делается, мясо производится. То есть это тоже приоритеты, это точки концентрации ресурсов. В Москве, похоже, всем плевать от чиновников до высшего руководства. Ни заявлений, ни помощи, ни даже попытки объяснить, что происходит. Для региона, который годами зависел от милости России, это настоящий удар в спину. Люди в панике, но Россия, как всегда, делает вид, что все под контролем. Конечно, здесь Россия разыгрывать может электоральную карту, используя Приднестровье ценою приднестровских жителей и их гуманитарного незавидного положения, в которое их Россия, собственно, и поместила. С одной стороны, есть Грузия, где есть Абхазия, где есть оккупированные территории, и, в общем, Россия там помогает за бесплатно, если есть пророссийское правительство, как в Грузии. Если нет пророссийского правительства, то как в Молдове. Россия тогда не помогает. Соответственно, это может разыгрываться как электоральный месседж на парламентских выборах. И газовое удушье Приднестровья может быть сейчас фактором российской игры именно в избирательную кампанию дальше, в пророссийские силы, которые будут обвинять Украину и Молдову в том, что якобы мы виноваты в том, что Приднестровье сейчас сидит без газа. Хотя, конечно же, это абсолютное вранье, и более того, у России есть возможность через Южный коридор обеспечивать газом Приднестровье. А у Приднестровья есть возможность получать газ и от европейских, и от других партнеров. Молдова уже это предложила. Ну и, конечно, у Украины есть возможности также подставить плечо поддержки нашим молдовским друзьям, в частности, в разрезе Приднестровья. Я думаю, что эта карта также рассматривается.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Беларуси разгорается новый дипломатический скандал. Японских дипломатов не пустили на суд над их соотечественником, обвиняемым в шпионаже. 50-летний преподаватель японского языка был арестован в июле прошлого года по подозрению в передаче более 9000 фотографий белорусско-украинской границы в Японию. Посольство этой страны запросило присутствие на судебном процессе, но получило отказ. Режим Лукашенко продолжает закрывать двери перед международным сообществом, усиливая репрессии и изоляцию страны как следствие. Алиса Вайдель рвет шаблоны. Российский газ вернется в Германию. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» шокировала всех. Ее предвыборные обещания звучат как вызов современному миру. Вайдель четко заявила, что в случае победы газопровод, разрушенный в результате теракта в 2022 году, снова каким-то образом заработает. Но на этом она не остановилась. Все эти, цитирую, «ветряки ради экологии», конец цитаты, пойдут под снос, а климатическая повестка будет свернута. Мы вернем стабильную энергетику, говорит она. Они просто ускорили необходимость принятия решений, альтернатив, замены. И это все, естественно, на уровне общества может подаваться оппонентами, как это делает «Альтернатива для Германии», не как общие вызовы или сложности для Европы и непосредственно для Германии, а просто как вопрос правящей коалиции, которую, если можно сменить, и дальше эти проблемы сами по себе решатся. Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля, и атмосфера уже накаляется. Среди соперников Вайдель действующий канцлер Олаф Шольц, лидер ХДС Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых». Согласно последним опросам, ХДС лидирует с 30%, но АДГ с 20% рейтинга наступает на пятки. СДПГ Шольца пока слабо конкурирует, имея только 14-17%. Вайдель явно делает ставку на скандалы и жесткие обещания, чтобы привлечь недовольных избирателей. И пока ее заявления обсуждают на всех уровнях, выборы обещают стать не просто борьбой за власть, а настоящей битвой за будущее Германии. Мощный взрыв в ресторане в Чехии унес жизни 6 человек, еще 8 получили ранения. Случилось это вечером 11 января в городе Мост. По предварительным данным, причиной взрыва стал упавший пропан-бутановый обогреватель в уличной зоне ресторана. Загорелось мгновенно, а в заведении на тот момент находилось около 20 гостей. Некоторые оказались заблокированы внутри, в том числе один из пострадавших, которого пожарные чудом спасли, попал в ловушку в ванной комнате. На месте работали спасатели, которым удалось эвакуировать 30 человек, включая посетителей ресторана и жильцов соседних зданий. Хорошая новость для главы Российской Госдумы Володина. Открытые геи теперь могут становиться священниками. Правда, католическими. Решение Ватикана прошлось по российским скрепам. Итальянская епископская конференция пошла на шаг, который казался невозможным в самой консервативной структуре мира. Теперь сексуальная ориентация больше не преграда для тех, кто чувствует призвание служить церкви. Это заявление взбудоражило католический мир, который десятилетиями делал вид, что таких людей просто не существует. Ну и российские соцсети, конечно. Традиции, которые держались веками, начинают меняться. Для одних это шаг к равенству и новым временам, для других чуть ли не конец света. Но факт остается фактом. Ватикан решил, что пора открыться тем, кого долго отвергали. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.